Запись. Запись пошла, отлично. Всем привет еще раз. Эм, Вчера в Инстаграме какая-то проблема была, очень часто вывисли, в итоге вообще все зависло, и мы отключились. То есть мы связали только росток, я выложила эту часть видео на "Ютубе", она уже есть в записи со вчерашнего дня, там, кто еще не видел, посмотрите. Вот, сегодня будем вязать вырез, потому что я хотела вообще все вот прям совсем за один урок связать: и вырез, и росток, то есть и росток, и вырез, да, так правильнее будет. Но не получилось, к сожалению, поэтому будем сейчас наверстывать упущенное. Кто еще росток не вязал, вы можете сегодня просто посидеть, посмотреть, как вяжется вырез, уже по видео на "Ютубе" посмотреть записи и связать свой росток и свой вырез. Так, приветик, приветик, привет, уже 3 часа сижу, смотрю тебя на "Ютубе", ничего не получается. Ой, Наталья, напишите мне тогда в директ, если вы еще не написали. Кстати, в директе очень много сообщений сегодня, вот прям какой-то рекорд, честно говоря. Там в запросах больше 20 сообщений, и от тех, с кем мы уже периодически общаемся, тоже такой списочек очень длинный. Я пока не открывала, потому что, ну, вот знаете, я обычно сажусь и сразу всем отвечаю потихоньку. Не могу я так кому-то ответить, кому-то не ответить. Поэтому дождитесь, я обязательно вам отвечу. У кого что-то не получается, пишите в директ. Наталья, я понимаю, что вы вяжете впервые, и меня, кстати, это очень радует, что я вдохновила девушку на вязание сложного изделия спицами в первый раз. Поэтому будем вместе разбираться. Это, в принципе, и моя инициатива в этом тоже есть, чтобы у вас все получилось. Готовы, готовы. Добрый вечер. Ага, Саша, большая просьба, посмотрите директ, я там вам написала не про вязание. Хорошо. Ой, не про вязание, даже как-то, вы знаете, заинтриговали, потому что в основном все про вязание, а не про вязание сразу интересно стало. Хорошо, конечно, я обязательно посмотрю. Вот я как раз про это говорила. Да, меня часто называют Машей в интернете. Я прекрасно понимаю, что это телефон. Я тоже, если сама пишу, Сашина мама, часто пользуюсь этим словосочетанием, всегда мне телефон исправит на Машина мама, вот прям всегда. Поэтому я не обижаюсь, я понимаю, что вы писали Саша. Добрый вечер, приветик. У меня с третьего раза получилось. Ну, главное, что получилось. С какого раза это уже, ну да, конечно, наверное, все-таки в этом есть какая-то моя вина, что с первого раза у многих не получается, но, в принципе, главное результат. Результат есть, это хорошо. Эм, Подождем, как обычно, 5 минуточек, пока подключатся все желающие, тем более еще только 20:02. Я чуть-чуть раньше подключилась, обычно подключаюсь позже, а в этот раз решила, до чего буду ждать, уже сижу на месте, будем вязать. Постараюсь сначала сама разобраться, не люблю мучить людей. Наталья, я вас понимаю, вы меня, конечно, этим не мучаете, тем, что вам что-то непонятное вы напишите в директ, но я всегда за то, я вам миллион раз это говорила, всегда за то, чтобы вы сами старались разобраться, вы так быстрее научитесь и быстрее поймете, если вы включите свою голову, а не будете с помощью моей головы решать вопросы. Я пока росток с вами догоняю, с вырезом есть вопросы, я вам отправила. Хорошо, ждите ответа. Я вот про фан в Инстаграм и сегодня отправила случайно, так что мне отвечать не обязательно. Ничего страшного, я это тоже понимаю. Часто, кстати, ну не часто, но регулярно мне присылают девушки сообщения типа там какая-то белиберда. Я прекрасно догадываюсь, прекрасно понимаю, что это, скорее всего, детки, ну или, может быть, какая-то случайность, поэтому не волнуйтесь, если что-то не так. Вязала росток, и вырез получилось. О, класс, поздравляю. Я пока сама вырез не вязала, вот первый свой связала, когда сразу после наших расчетов решила проверить, все ли у меня в порядке. Вот я его связала, у меня получилось. А вот мой, который я вяжу сейчас, так сказать, официальный, настоящий. И сейчас будем вместе его вязать. Сейчас я еще дочитаю, что вы пишете. Так, что это у меня тут все опять запуталось? 2 мотка, и в 2 мотках я теряюсь. Сейчас распутаем. Так, за час управимся. Ну, мне кажется, даже быстрее.
мне кажется, что нам еще потом придется немножко поболтать, потому что тут гораздо меньше работы, чем с регланом, а реглан, вот я долго объясняла в предыдущем видео, а реглан мы связали там буквально минут за 10-15, по-моему. Добрый вечер, Юля. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, Дина. Спасибо вам за ваши знания. Ко мне пришли ниточки, буду вязать сыночку свитер. Еще раз спасибо вам. Мне очень приятно получать такие сообщения. Я всегда вас всех благодарю. Спасибо. Отлично, спасибо. Все пишут добрый вечер. Ой, сколько много девочек присоединилось. Сразу такой список. Ну что, давайте вязать. Приветик всем. Мне кажется, 6 минут достаточно, 20:04 на часах. Думаю, желающие подключились. Кто немножко не успеет, тот просто вникнет в суть. На ютубе посмотрит запись. Да, чуть позже 20, скорее всего, Оля. Все уже привыкли чуть позже 20 присоединяться. Ну, ловите момент. Иногда, видите, я бываю и очень даже пунктуальная. Хотя, в принципе, по жизни я пунктуальная. Просто как-то прямые эфиры, видимо, не так сильно меня волнует тот вопрос, что я не в 20:00 выйду, а чуть позже. Ой, Юрмале, привет! У меня родители там отдыхали в молодости. Что-то у меня интернет тупит, посмотрю вас на ютубе плодотворного вязания. Хорошо, хорошо, спасибо вам, присоединяйтесь. Но не уходите, вдруг с интернетом все нормально будет. Вчера был эфир, да, конечно же, вчера был понедельник, вчера был эфир, мы вязали росток, запись есть на ютубе. Все, девочки здороваются, кто присоединился. Привет всем, приветик, спасибо, что вы отвечаете на вопросы. Вот Оля уже ответила. Давайте я буду менять камеру, как это обычно у нас бывает, думаю, все уже в курсе, и будем вязать. Лучше мы сначала свяжем, а потом немножко поболтаем, чем мы сейчас растянем нашу болтовню на полчаса, и сил на вязание уже не останется. Так, сначала пододвину камеру телефонную. О, связала вырез, остались только центральные петли. Отлично, вы уже почти готовы. Ну, готовы. Ой, 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 ой. Сейчас, что я тут переключила? Кажется, да, сейчас я в настройках уберу уведомления. Приветик, Неля, приветик. И камеру с ютуба переставлю. Так, переставила, сейчас буду вас поднимать. Стандартная процедура. Мне кажется, кто каждый день меня смотрит, тот в курсе, что сейчас будет происходить. Так, я вас поднимаю. Отлично. Ну что, будем вязать. Я вот этот свой листочек, наверное, сюда положу. Я, видите, нарисовала, ну, кто помнит вчерашнюю... Ой, подождите, ютубная камера вообще не туда смотрит. Так, сейчас я ее поправлю. Как видите, кто помнит вчера рисуночек, я его сегодня немножко перерисовала, просто чтобы четко были видны петли, которые мы будем прибавлять по вырезу. Вот эти вот 1, 2, 2, 3, 5. У меня это свои, у вас свои петли. Я думаю, вы это прекрасно помните. 100 раз повторять не буду. И отметила вот такими вот кружочками те уже рядочки, которые мы связали. То есть у нас сейчас на спинке 21 петля, напереди должна быть 21. Я вам сейчас все покажу. На рукавах по 9 петель. У вас свои будут значения. И дальше будем добавлять. И здесь я буду отмечать кружочками нашу горловину. Приветик, кто здоровается, приветик. Так, ну и, соответственно, тут я отметила рядочки, которые я провязала. Что же я сделала здесь? Перед тем, как начать эфир, я все-таки сделала разметку. Сейчас я это немножко уберу. Сделала разметку, потому что я понимаю, многим непонятно, откуда берется перед, откуда берутся рукава. Вот, как разложить. Вот так, смотрите. Вот наша одна регланная линия, вот вторая регланная линия. Я отметила зелененькими ниточками, просто чтобы вам было видно. Это наша спинка, вот наш росточек, который мы связали вчера лицевой гладью. Дальше здесь ниже у нас вырез. Вырез вот от ниточки до ниточки. Вот наш вырез. Тут 21 петля и тут 21 петля. Дело в том, что если сейчас мы вырез начнем вязать просто по кругу, то есть вот у нас есть ниточка, да, начало ряда, мы начнем вязать по кругу, добавляя петли по регланным линиям, у нас вырез получится квадратненький. Вот такой, сейчас я вам нарисую. Вот такой квадратненький вырез. Так, тут у нас пойдут
Вот так вот это выглядит. Вырез будет квадратненький. Это не всегда всем нравится. Поэтому я вам советую вырез округлять, делать его вот таким. И как раз вот эту часть мы сегодня будем с вами вязать. Поэтому получится, благодаря этому вырезу получится очень красивая горловина. Ну и вот наши рукавчики тоже от ниточки до ниточки. Вот и вот. Конечно же, на них должно быть одинаковое количество петель. Я все пересчитала, у меня все совпадает. 9 здесь, 9 здесь, 21, 21. Все, вяжем дальше наш вырез. Приветик, Юля, приветик, приветик. Приветик девочкам, кто здоровается. Так, на чем мы остановились? Сейчас я посмотрю. У нас идет изнаночный ряд. Сейчас я вам покажу на этой схеме. Идет изнаночный ряд, который будет захватывать вот этот, который будет захватывать уже одну петлю от нашего переда. То есть мы должны связать сейчас петлю регланной линии, вот она наша петля регланной линии, а затем связать первую петлю уже от выреза. Смотрим. Я специально вот отметила, как видите, ниточкой зелененькой петлю, которая у меня с регланной линией. У вас сейчас должна быть такая же ситуация. Накид, и дальше у вас регланная линия пошла. У кого-то она может 3 петли, у кого-то 4, у кого-то 1 петля, у кого-то 2. Может быть абсолютно разное количество петель. Это вы уже решали изначально. У меня она одна, я ее отметила. Что мы делаем? Смотрите, мы провязываем вот с нашим накидом 2 вместе петлю регланной линии и накид. У меня это изнаночная. Я провязываю изнаночной, а дальше вяжу первую петлю. Я напомню, что это у меня изнаночный ряд. А дальше вяжу первую петлю, вот эту. Сейчас я ее обведу кружочком нашего выреза. Вот моя единичка. У вас это значение будет свое. То есть мы уже заходим немножко на вырез, вот сюда. Так, вяжу я ее, конечно же, изнаночной. Это изнаночный ряд. Все, связала. Теперь я переворачиваю. Мне снова нужно вязать лицевой ряд по кругу, захватив уже с этой стороны одну петлю. Я снова делаю накид, как это я вам много раз показывала, чтобы не образовалась дырочка. Дальше вяжу первую лицевую, которую вот я прибавила. Теперь у меня пошла регланная линия. Возле регланной линии мне нужно сделать прибавки. Я делаю раз прибавку, провязываю регланную линию свою, делаю 2 прибавку. И дальше вяжу рукавчик. Вяжу рукавчик вот не глядя, потому что у нас дальше здесь пойдет, ну, просто лицевая гладь без всяких прибавок. Маркер этот я уже могу убрать, он у меня был началом ряда. Провязываю до регланной линии. Так, вот моя регланная линия. Конечно же, здесь мне снова нужно сделать прибавку, провязать регланную линию, сделать прибавку здесь. И дальше вяжем спинку. Я, в принципе, могу тоже здесь отметить, что вот у меня на рукаве уже 11 петель, на спинке у меня уже 23 петли должно быть. Вяжу я дальше нашу спинку. Тоже пока не упрусь в регланную линию. Для высокого ворота вырез не нужен вязать ровно. Ой, набор слов. Нужно вязать вырез и для высокого ворота. Тогда будет просто красивее вид и будет лучше ложиться, поэтому не пренебрегайте им. Вяжите для высокого ворота вырез тоже. Где регланные линии переда? Вот я отметила их ниточками 1 и 2. Они у меня пока просто еще я их не провязывала. Вот первый раз провязала в изнаночном ряду, эту петлю я еще не провязывала. Вы просто берете, отсчитываете количество петель рукава, спинки и отмечаете регланные линии по переду. Все вот по вот этому моему кружочку. Видите, у меня тут легко было понятно, что 9 петель на рукавах, 21 петля на спинке. Так, вот дошла я до регланной линии, здесь делаю снова прибавки свои. 1, провязываю регланную линию, делаю прибавку 2. Дальше вяжу рукавчик, тоже пока не упрусь в регланную линию. И потом у меня будет тут небольшое снова ну, переворачивание. Вот я уперлась в накид, чтобы не образовалась дырочка, да, это моя регланная линия. Сначала я сделаю прибавку перед регланной линией, правильно? Теперь я вяжу свою регланную линию,
провязала, теперь делаю снова прибавку, и дальше у меня идет снова рукавчик. Ой, подождите, рукавчик я провязала. Вот, я добралась до этой регланной линии, теперь мне снова нужно провязать одну петлю от нашего переда, то есть я захватила вот эту часть. Провязываю одну петлю лицевую, теперь снова разворачиваюсь, вяжу изнаночный ряд, снова делаю накид, провязываю изнаночной ту петлю, которая у нас уже от выреза, от переда. Дальше у меня идет прибавка, теперь у меня идет регланная линия, снова прибавка. И пошло у меня дальше, пошел рукавчик, вяжу его изнаночными. Девочки, простите, опоздала, можно еще раз повторить. Что повторить? Я уже связала, Вика, я уже связала. Поэтому вяжем дальше. Я думаю, что вы сейчас быстренько сориентируетесь. Вот моя прибавка, вот регланная линия, снова прибавка. И теперь вяжу спинку. Саша, как на выкройке будет выглядеть, если свитер вязать со спущенным плечом? Со спущенным плечом, когда вы вяжете свитер, у вас выкройка просто из прямоугольников. Прямоугольный, ну, с вырезом, конечно же, прямоугольный перед, прямоугольная спинка, прямоугольные рукава. Это спущенное плечо. Когда нет оката, когда нет вточного рукава, да, когда нет проймы. Так, сейчас я вяжу свою спинку. Петель больше, поэтому круг я вяжу гораздо дольше. Так. Ну что, вот моя прибавка, вот моя регланная линия, снова прибавка. И это у меня пошел рукавчик. Вяжу рукавчик. Сейчас покажу, что я буду делать дальше. Дальше мне нужно будет захватить следующий вот мой блок. Он состоит из двух петель у меня. Это у меня снова регланная линия уже между рукавом и передом. Это вот та моя первая петля, которую я провязала здесь. Теперь мне нужно провязать две вот эти петли, то есть уже дальше у меня пошел вырез. Провязываю изнаночной, конечно же. Здесь я меняю местами свои петли, я показывала в предыдущем видео. Раз изнаночная и два изнаночная. У меня две петли, у вас будет свое количество. Переворачиваем и снова вяжем лицевой ряд, снова делаем накид обязательно, провязываем 2 лицевые только что, которые мы связали от переда, дальше у нас идет 1 лицевая, вот это, дальше у нас идет прибавка возле реглана, теперь нам снова нужно сделать прибавку, регланная линия пошла, снова прибавка, вяжем рукавчик, не глядя ни на нашу схему никуда, пока не упремся в регланную линию. Простите, не совсем поняла, это на какой размер получится. Это на размер 42 на меня, на себя я вяжу. Российский, 42 размер. Так, уперлась в регланную линию, снова делаю прибавку 1. Провязываю регланную линию, прибавку 2 делаю. Теперь вяжу петли спинки. Тоже никуда не глядя, у меня тут должно быть уже 25 петель, правильно? 25. Так, вяжем, 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 пока не упремся в регланную линию. Да, спасибо, что вы пишете. 40-42. Да, верно. Так, ну что, где наша регланная линия? Вот она. Снова делаем одну прибавку, провязываем регланную линию, делаем вторую прибавку, вяжем дальше рукав. Сейчас у нас пойдет рукав, доберемся до регланной линии, и нам будет уже с этой стороны нужно будет сделать, провязать дополнительные петли для нашего переда. Так, здесь делаю прибавку, провязываю регланную линию, снова прибавку и вяжу дальше перед. Как я его вяжу? Провязываю петли, которые мы добавляли перед регланной линией, следом вяжу одну петлю, которую я уже провязывала в предыдущем ряду. Тут у меня накид, все верно. И провязываю 2 вот эти петли. То есть продвигаюсь с нашим вырезом еще чуть-чуть. Вяжу 1 и 2. Переворачиваю, теперь вяжу изнаночный ряд, снова делаю накид. Провязываю 2 петли, которые мы только что добавили, одну петлю с предыдущего ряда, петли прибавок. Регланная линия, снова та прибавка наша. Вяжу дальше рукав изнаночными петлями.
Так, пропустила начало. Зачем ниточки на регланных линиях? Это я вам специально ниточки надела, чтобы вы видели, где мои регланные линии, потому что я понимаю, новичкам может быть непонятно. Вы тоже можете маркеры использовать, можете ниточки, неважно. Я вот перед уроком решила это сделать, чтобы вам было виднее. Хотя сама я их не использую. Ничего себе, скорость вязания, да ладно. Какая тут скорость? Я тут кое-как смотрю, потому что перед глазами телефон. Немножко неудобно, потому что руки держу впереди, потому что, опять же, не на том уровне, на котором мне удобно, чтобы все попадало в камеру. Плюс я волнуюсь из-за прямого эфира, как это обычно бывает, руки не слушаются. Короче говоря, тут в экстремальных условиях вяжу, но если это сейчас скорость большая, ну, не знаю, приятно, конечно, спасибо. Как выглядит регланная линия с такими прибавками? Я ее вязала в своем видео, где я вязала свой образец и показывала вам, как она выглядит. Я не сильно здесь затягиваю, то есть у меня даже тут небольшие дырочки появляются. Я люблю рыхлое, у меня и было желание связать такое достаточно рыхлое изделие. Вот, но, в принципе, если вы вяжете тоненькими ниточками и тоненькими спицами, то эти прибавки совсем незаметны. То есть там будет просто такое плотненькое полотно из лицевой глади и регланной линии. Считаю, что быстро, но Саша как пулемет. Я считаю, что я быстро, но Саша как пулемет. Ой, девочки, не знаю. Я как-то никогда не задумывалась, насколько быстро я вяжу. Я знаю, что быстро, но мне кажется, что, ну, не так уж. Так, дошли мы до нашего накида. Что мы делаем здесь? Нам теперь нужно снова 2 изнаночные связать и вот подвинуться еще чуть-чуть ближе к нашему центру. Я тут, как всегда, меняю местами петли. Вот у меня будет одна, и вот будет вторая. Переворачиваю снова. Теперь вяжу снова лицевой ряд. Здесь уже спокойненько довязываю до регланной линии. У нас тут 2 петли первые, 2 петли вторые, потом 1 петля уже, которую мы прибавляли первый раз, потом возле реглана прибавки. Сама регланная линия, вот я делаю прибавку. То есть, в принципе, там уже запутаться тяжело, поэтому можно просто вязать до регланной линии. Сейчас я вяжу рукавчик, вот посчитаю, наверное, сколько у меня петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кстати, я не отмечаю в своей таблице совсем ничего, но, надеюсь, не запутаюсь. 9, 10, 11, 12, 13, 14... Так, 15 петель. Вот мы это связали и это связали. Отмечу здесь, чтобы было понятно, сколько еще нам нужно провязать. Так, регланная линия, прибавка с 2 сторон, тут и тут. Так, дальше вяжем. Это у нас спинка. Ну, давайте и на спинке петли посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 прибавка. 27, ну все правильно, смотрите, сейчас еще напереди посчитаем на всякий случай. Вам тоже советую считать потихоньку, чтобы не запутаться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Это я рукавчик считаю. 13, 14, так, 15. Все правильно, и на этом 15. Так, читаю. Ой, вы так много написали. Сашенька, не волнуйтесь, все замечательно. Спасибо вам. Пожалуйста, покажите медленно, как провязывать петлю с накидом на изнанке. Хорошо, сейчас я вам покажу, как раз буду поворачивать. Я тоже на все этапы поставлю. Или лучше отмечать. Но я отмечаю здесь. Саша, у меня на резиночке, где переход ряда, слишком растянутые петли. В чем моя ошибка?
Не понимаю, Неля, пришли фотографию. Зачем накид с краю? Чтобы не образовывались дырочки. Если вы будете вязать без накида, вот свяжите один рядочек, потом у вас будет дырочка. И как раз-таки эти укороченные ряды всегда дырочки эти дают. Поэтому я советую вам провязывать накид. Объясните, пожалуйста, про петли, которые вы меняете. Да, вот Татьяна правильно написала, чтобы дырочек не было при вязании укороченных рядов. Сейчас покажу, как я петли поворачиваю. Так, я довязала до регланной линии между рукавом и передом. Что мне нужно здесь? Я вяжу, так, регланную линию провязала, прибавку сделала. Петли мои прибавки возле реглана провязала. Теперь одну петлю вяжу, 2 петли вяжу, и у меня должен быть накид. Да, вот он, накид. Провязываю следующие 2. Тоже отмечаю, я пододвигаюсь ближе к центру. Вяжу 1 и вяжу 2. Давайте посчитаем, сколько у меня петель сейчас напереди, чтобы все у меня совпало. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и будет 29. Да, это новый ряд, четко 29. Отлично. Все совпадает. Переворачиваю, чтобы вязать изнаночный ряд. Делаю снова накид. Вяжу изнаночными петлями до нашей регланной линии. Это я вяжу перед. Я уже какую-то часть, вот регланная линия, уже какую-то часть переда провязала. Как видите, тут совсем вот серединки чуть-чуть осталось провязать. Вяжу дальше. Так, это у меня пошел рукавчик мой. Пошел рукавчик. Сейчас я вам покажу, как я меняю петли, чтобы... Ну, это, кстати, я рассказывала в предыдущем своем видео. Если будет желание, посмотрите. Я там так хорошенько, подробненько показала и рассказала. Чтобы у меня не было перекрученных петель на переде, перед тем, как связать на изнаночном ряду 2 вместе накид с изнаночной петлей, я их меняю местами. Тогда у меня на лицевой стороне получается все красиво, замечательно, скрещенных петель нет и вообще нет какой-то белиберды. Если бы я так не делала, поверьте, была бы белиберда. Вам тоже советую так поизощряться, посмотреть в вашем случае, как лучше повернуть петлю, потому что я знаю, многие вяжут бабушкиным способом, может быть там какой-то другой механизм, я сейчас не сориентируюсь, потому что я сейчас не вяжу этим способом. Но вы должны понимать, что когда вы вяжете 2 вместе, у вас... Так, что я делаю? Я тут провязала. Подождите, я тут 2 прибавки сделала. Ну и ну. Разошлась. Чтобы... так, про что я говорила? Чтобы у вас не было ничего скрещенного, вам нужно обязательно посмотреть, как правильно вязать 2 вместе, чтобы на лицевой стороне все было аккуратненько. Только добралась, скоро опять уйду укладывать, но все посчитала по образцам сегодня, думала, голову сверну со своей английской резинкой. Да-да-да-да-да, я вас понимаю. Но это очень хороший опыт. Я уверена, что у вас все получится. Если вы правильно сделали расчеты, если вы вникли, то все получится. И, кстати, свитера английской резинкой очень крутые. Так, ну сейчас я вот добралась до своего накида. Вот он у меня. Вот. Сейчас покажу, что я делаю. Так, следом я должна провязать уже 3 петли и продвинуться еще ближе к центру переда. Смотрите, что я делаю. Вот мой накид, вот моя петля. Я захватываю петлю, у меня спица сзади, захватываю петлю. Все это дело со спицы снимаю и левую спицу вставляю в мой накид. Теперь снова петлю, которую я сняла, на левую спицу назад помещаю. И теперь вот у меня 2 петли, теперь я их провязываю изнаночной. Все, с лицевой стороны у меня просто лицевая петля, без всяких перекрутов. Это я провязала одну, вторую и третью. Мне 3 петли надо провязать. Ой, надеюсь, я не сбилась, пока я с вами болтала. Я очень переживаю. Так, у нас здесь должно быть 5 и 3. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три. Да, все отлично. Эти 3 петли мы сейчас провяжем, когда будем вязать следующий лицевой ряд. А 5 у нас по центру. Вот они 5. Так что все у нас совпадает.
Перевернули вязание, будем вязать сейчас лицевой ряд. Снова делаю накид. Вяжу до регланной линии. Мой перед уже потихоньку округляется, мой вырез округляется. Я уже прям чувствую. Видите, уже хорошенько округлился. Осталось совсем чуть-чуть. Видите, мы очень даже быстро его связали. Ну, может быть, потому что я вязала быстро, но я уверена, что когда на ютубе вы будете вязать вместе со мной, то все будет понятно. Так, это я вяжу рукавчик свой. Вяжу, вяжу, вяжу. С каждым рядом петель все больше и больше, потому что возле каждой регланной линии прибавляется по 2 петли, соответственно, и вязать дольше. Но зато и расширяется наше изделие, и уже будет какой-то вид иметь, уже будет что-то, уже будет то, на что можно посмотреть, на что можно, ну, то есть, что можно оценить свою работу. Так, теперь я вяжу спинку. С каждым рядом у нас очень хорошо увеличивается изделие. Спасибо большое. Ой, да не за что, Саша, не могу начать без вашей помощи. Посмотрите, пожалуйста, директ, как сможете. Да, посмотрю обязательно, не бойтесь. Не могу вязать, пока вы мне не поможете. Посмотрю, я сегодня в начале эфира говорила, что вопросов в директе очень много, но я всем отвечу. Вот какой-то прям рекорд был по вопросам, по количеству вопросов, и я их еще все не разгребла. Так, это моя регланная линия, спинку я провязала, сейчас я вяжу рукавчик. Делаю прибавки, не забывайте. Кстати, у кого прибавки на рукавах в каждом третьем ряду, на переде и спинке в каждом втором ряду, не забывайте отмечать ряды вот в нашей таблице, которую мы вчера, вот в этой таблице, которую я вам вчера рисовала. У меня все просто, я тут не отмечаю, ну я точно не запутаюсь, но советую вам отмечать, особенно я бы отмечала, если бы разное количество прибавок было. В этом случае таблица очень помогает. Так, довязала до регланной линии, тут снова прибавки у меня с двух сторон. Теперь я вяжу снова перед. Сейчас я упрусь в свой накид и посмотрю, что мне связать дальше. Вот мой накид, я в него уперлась. Смотрите, теперь с этой стороны мне нужно провязать 3 петли, и я уже прям почти к центру подошла. Я уже здесь хорошенько связала и здесь хорошенько связала. Так, 3 петли. 2 вместе сначала с накидом вяжу. Это первая петля, вторая петля и третья петля. Переворачиваю. Здесь у меня должно остаться 5. Раз, два, три, четыре, 5. Вот видите, от накида до накида 5 петель. Как раз мои центральные. У меня все сошлось. Это хорошо. В прямом эфире я не сбилась. Так, снова делаем накид. Не забывайте, иначе будут дырочки. Провязываю изнаночный ряд. Тут все просто. Тут никаких прибавок у меня ничего нет. Главное дойти до конца. И так как у меня регланная линия с вытянутыми петлями, главное эти петли снять в изнаночном ряду. Ну, у вас регланная линия будет своя. Количество петель еще увеличилось. Я уже прям так чувствую, что я вяжу гораздо дольше. Что вам, наверное, приходится подождать, пока я это все свяжу. Наверняка многие еще не вяжут, а просто смотрят эфир. Вязать будут попозже со своими мыслями, со своей пряжей, на своем любимом месте. Может быть, в кресле где-то, на диванчике. Накид делать слабо или сильнее нить подтягивать. Если у вас ниточки тоненькие, советую сильнее подтягивать. Если как у меня, ну вот я как-то не сильно переживаю насчет слабости или тугости, потому что у меня вязка рыхлая, и я стараюсь ее делать максимально рыхлой. Красота получается. Ой, вы про меня или про себя? Если про меня, спасибо большое. Ну и скорость. Да ладно, девочки, я уже говорила, я в таких условиях сейчас вяжу. Очень неудобно, но стараюсь. Поэтому это моя точно не самая быстрая скорость. Весь день вязала вырез, в итоге на спинке 58 петель, а на переде 53. Я в шоке, буду перевязывать. Вам поможет вот такой мой круг. И каждый ряд вяжите и отмечайте. Напишите количество петель, отмечайте, и тогда не собьетесь точно. Поверьте, не стоит доверять своей голове, потому что голова может где-то забыться, запнуться, а на листочке всегда все есть. И так как реглан, да и в принципе все вязание это математика, то проще циферки записать на листочек и спокойненько пользоваться им.
Может, уже спрашивали, какие у вас спицы? У меня спицы АД, полноразмерные, длина лески сколько? 60 сантиметров. Так, вот моя регланная линия. Номер 6. Может быть, вас это интересует? Да, спасибо, что отвечаете. Что если делать в каждом втором ряду прибавки везде, пока вяжешь росток и вырез, а потом рукава в каждом третьем добавлять? Не будет скосов? Нет, будет нормально. Вы возьмите, кстати, кому интересно, если есть у кого-то, сейчас я дойду до этого места. Так, теперь мне нужно провязать 5 петель. Вот мой изнаночный ряд, вот он розовый. Вот этот розовый ряд я вяжу. Провязать мне нужно 5 петель и вернуться назад. Вяжу. Снова меняю местами. Сейчас я скажу, что я хотела сказать. Меняю местами. Поменяла. Вяжу 5. Раз, два, три. Листик у меня куда-то уехал. 4, 5. Отлично, провязала. Возьмите какой-нибудь свитерочек. Фух, я немножко посижу, отдохну. Какой-нибудь свитерочек, связанный на машинке, из акриловых ниточек каких-нибудь. Часто такие продаются в магазинах просто. Возьмите такой свитерочек и посмотрите, там очень хорошо видны прибавки. Посмотрите, ой, то есть убавки, да, если это снизу вверх. Посмотрите, как убавки идут на окате, потому что на окате убавки, как правило, у машинной вязки делаются вот прям чуть подальше от шва, несколько петель отступается и делаются убавки. Посмотрите, как делаются убавки на реглане, если у вас есть такой свитерок, как делаются убавки у V-образного выреза. Вы поймете, что очень часто в таких вещах, связанных на машинке, не через одинаковое количество рядов идут убавки, они идут немножко через разное, то есть сначала реже, потом чаще. И вы поймете, что это смотрится хорошо, то есть не бойтесь экспериментировать, и это может, ну, даже получиться лучше. Так, так. Да, это здорово помогает. Я вчера рисовала, все ок получилось. Вот, отлично, доказательство. Этот выпуск на ютубе тоже будет? Да, будут все. Спасибо, что отвечаете, девочки. Снова переворачиваю. Теперь мне нужно связать изнаночный ряд целиком. Так, подождите, не изнаночный, лицевой, я уже перевернула, я связала вот этот, теперь мне нужно развернуться и пойти вязать лицевой ряд, мой последний лицевой ряд по кругу, чтобы замкнуть все в круг. Снова делаю накид и просто вяжу лицевыми петлями, главное, возле регланных линий не забываю делать прибавки. Потом это все замкнется в круг, и я на этом закончу на сегодня. Поотвечаю на ваши вопросы, если они будут, потому что самое главное мы связали вырез. Сейчас, конечно, я вам еще покажу кое-какие важные моменты, чтобы вы понимали, как выглядело наше изделие на выкройке, как оно выглядит сейчас у меня, как оно выглядеть у вас должно. Сейчас я вам это все покажу на своем вязаном полотне. Главное мне связать рядочек. Кто вяжет, девочки? Мне так интересно, есть такие, кто вяжет, или вы просто смотрите в основном? Потому что знаю, что любят сначала посмотреть, вникнуть, а потом с помощью ютуба вязать уже вместе со мной в записи. Вот мне интересно, есть ли те, кто вяжут? Или, может быть, вы вяжете что-то другое? Я знаю, что есть и такие девочки, которые вяжут другое, просто смотрят эфир. Пока никто не откликается, пока никто не вяжет. Это я спинку свою вяжу. У меня тут уже много-много петель. Ой, как много вас, оказывается. Девочки, спасибо, что написали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 человек вяжут. Запуталась. Ничего страшного, распутаетесь. Женя, распутаетесь точно, я вам обещаю. Все будет понятно. Вяжу, только интересовал последний круг. Сейчас покажу. Вяжу другое. Ой, уже дошла до центра. Отлично. Так, что это у меня тут какой-то запуташка? Все правильно. Прибавку я сделала. Я уже перед регланными линиями на автомате прибавки делаю. Я думаю, что у вас все то же самое. Так. Вот теперь, наверное, хотя, может, тоже не отмечать. Теперь даже, наверное, будет полезно отмечать ряды лицевые, изнаночные, потому что если
у вас не вытянутая петля, как у меня, а просто лицевая на регланной линии, то вы можете запутаться, где делать прибавки, а где не делать прибавки, если вы еще не совсем видите, ну, как петля лежит. Вот, я дошла до своей серединки, видите, у меня тут целых 2 накида. Теперь мне нужно связать 3 вместе. Вот так, чтобы не было дырочки. И я вяжу дальше, можно, в принципе, даже отметить маркером начало ряда, вяжу дальше свой изнаночный ряд. Я его дальше вязать не буду, давайте продолжим с вами завтра. Что я хочу сейчас вам показать? Хочу показать вам вырез, который мы только что связали. Вот, смотрите, он у нас, вот даже он сам у меня полукругом ложится, я ничего для этого не делаю, спицы хотя, конечно, лежат, но видите, он сам у нас полукруглый. Здесь у центра, вот наш центр, петель мало, то есть мы провязали только 1 ряд. Ближе к рукавам петель много, вот они наши прибавки. Благодаря всем тем манипуляциям, которые мы сегодня делали, у нас получился полукруглый красивый вырез. Если бы мы эти манипуляции не делали, а сразу после ростка вязали по кругу, у нас бы здесь было вот так вот прямо. Вот так бы лежала резиночка прямо. Конечно, в готовом изделии полукругом выглядит гораздо лучше. Ну, горловина наша. Что я хотела еще показать? Посмотрите на наши рукава. Вот я рукав показываю, вот регланные линии. Видите, здесь у нас есть скос, вот он. Помните, я рисовала вам выкройку рукава, сейчас я ее где-нибудь найду. Вот она, наша выкройка рукава. Я вам рисовала как раз скос этот, вот он наверху. И говорила, что на переде прибавок по регланной линии будет меньше, на спинке больше. Посмотрите, что у нас в итоге получилось. Вот он, этот скос есть. Вот наша регланная линия по переду, ну, которая возле переда. Прибавок меньше. Вот наша регланная линия по спинке, она длинная уже у нас. И как раз вот этот треугольничек у нас получился здесь, на рукаве. Благодаря тому, что мы делали накиды, помните, вы говорили, зачем накиды, когда вяжем росток, когда поворачиваем. Благодаря тому, что мы делали накиды, здесь не видно вот эти поворотные наши ряды. Ведь мы здесь вязали по 2 петли, потом еще 2 прибавили и еще 2 прибавили. Как раз на месте вот этих прибавок у нас бы тут были дырочки. А так у нас совершенно ровное, аккуратное полотно, лицевая гладь, и даже незаметно, где же тут у нас прибавки. Хотя, по сути, у нас вот эта часть выше этой. И, по сути, наш, ну, такой прямой ряд, он где-то здесь находится. А вот этот треугольничек мы довязали. И с помощью тех накидов, которые вы не все, так сказать, догнали, да, с первого раза, я это прекрасно понимаю, потому что непонятно зачем. Как раз вот сейчас понятно, зачем они были нужны. Здесь у нас вот в эту сторону идет уголочек ближе к спинке. У этого рукавчика, если мы перевернем наше вязание, в эту сторону идет уголочек. Вот наш рукавчик, вот наши регланные линии. И тоже здесь, как видите, не видно, где мы делали эти поворотные ряды, где наши были прибавки, убавки, когда мы по 2 петли прибавляли. Все, ну спинка у нас стандартная. На спинке, спинка, кстати, ровненькая, вот она. Здесь выреза нет. Он, в принципе, не нужен, потому что в таком виде изделие сидит очень хорошо. Главное делать вырез по переду. И вот, естественно, наш росток. Ну, тут уже не росток, тут уже с вырезом, конечно, ряды, но вы видите, насколько больше. Вот центр нашего переда, где-то он здесь, да, у нас? Где-то здесь. Центр нашего переда. Сколько, совсем чуть-чуть рядочков, пару рядочков мы, по-моему, провязали. И вот насколько длиннее наша спинка. Как раз благодаря этому наше изделие не будет тянуть назад. Если мы этот росток делать не будем, если мы просто наберем петли ну вот, петли на спицы для вязания резинки, вяжем по кругу по регланным линиям, сразу прибавляем без ростка, без выреза, то, надевая изделие на себя, вы получите, ну, ужасный дискомфорт. Поверьте, я носила такие свитерочки, у меня мама вязала по журналу из Верены 2 свитерочка, там не было ростка, вот мама связала как есть, как в описании. И это мои просто нелюбимые свитера, потому что тянет назад, хочется одернуть как-то вперед. Все время вот эта вот часть, вот этот воротничок, который возле
горло находится, все время тянет назад, спинку тянет назад, швы, которые, ну, грубо говоря, швы, да, здесь швов нет, понятное дело, ну, то есть места, которые у нас должны быть, по идее, по центру плеча, тоже все тянут назад, и это жутко неудобно. Поэтому, когда спрашивают, а вот у меня там кардиганчик или у меня там, например, ну, то есть кардиганчик, он предполагает тут разрез, по идее, тянуть не должно, да? Или там у меня детская вещичка, или, например, у меня слишком толстая пряжа, может, можно не делать росток? Вот я вам советую, делайте росток всегда, и деткам, и на любую пряжу, и на любые фасоны, и на кардиганы всегда будет лучше сидеть. Вот, не знаю, конечно, нельзя советовать, свяжите без ростка и свяжите с ростком и сравните, потому что это будет огромный труд. Но поверьте, если вам когда-нибудь придется сравнить эти два изделия, вы поймете, в чем разница, и вы от ростка больше никогда не откажетесь. Точно так же и перед. Конечно же, если у вас высокая тут горловина, вот этот вырез по переду, он тоже нужен, потому что будет лежать гораздо лучше. То же самое касается кардиганов, тоже будет лежать лучше, даже если у вас тут разрез дальше пошел, ну, то есть, понятное дело, две половинки. Ой, что это у меня тут? Сейчас. Ну вот, я все, что хотела, вам показала. Сейчас я, переключу камеру. Так, ой, сколько вас вяжут, прям вообще очень много. Сейчас переключу камеру, и мы пообщаемся. Еще у нас 15 минуточек осталось. Если есть вопросы, я поотвечаю. Так, я как раз переставляю ютубную камеру. Почти готова. Ой, она у меня чуть не упала. Так, почти готова. И вас сейчас, девочки, переставлю. Сейчас, подождите чуть-чуть. Вы как раз подключились под конец. Большое количество зрителей. Ну, молодцы, вязание почему-то все пропустили, само вязание. Ну, не все. Так, читаю. Все вяжут, вяжут, вяжут. Вяжу, вяжу, вяжу. Ждала последний рядочек. Сегодня не вяжу, вчера вязала, но поняла, что когда вяжу, меньше понимаю объяснения. Да, согласна. Если вяжете первый раз, если это все для вас в новинку, то, конечно же, лучше сначала посмотреть объяснение, вникнуть, а потом вместе со мной уже это все на ютубе делать, потому что очень тяжело сразу в первый же раз, в первый же день вязать, слушать. Это, ну, мне кажется, двойная работа. Саша, по-моему, накид пропустила. Я пропустила? Ой, пересчитаю после эфира все петли у переда, у спинки, у рукавов, чтобы все совпало. Кстати, вам тоже советую, периодически пересчитывайте, потому что, может, в таблице отметили, может быть, вы, ну, внимательно вяжете, но может случиться такое, поверьте, что у вас... петли не совпадут. Я же говорю, что часто голова может ошибаться. Пропустила начало, теперь только смотрю. Виктория, не волнуйтесь, я знаю, что у вас там все получается, хотя вы ждали этот эфир, не волнуйтесь, на ютубе посмотрите, все получится. Вяжу крючком юбку и действительно специально с тобой. Саша, обстановка крутая с вами. Спасибо, круто, очень приятно. Пока смотрю, вяжу другое. Вяжу, но очень много петель. Да, у кого тоненькие ниточки, особенно тяжело сразу вникать и понимать, что я делаю. Потом, когда мы дойдем до переда и спинки, наверное, да, когда мы просто по кругу будем вязать, тогда уже можно не глядя. Мне кажется, я уже даже камеру не буду переставлять на руки, потому что, ну, там просто лицевая гладь монотонная. Буду как-то с вами так общаться. Но вот такие нюансы, росток, вырез, вот сейчас подрезы пойдут у нас, завтра, наверное, мы свяжем, посмотрим, сколько мы свяжем, не знаю, завтра просто будем вязать и болтать. Мне главное связать мои регланные линии до нужной длины, и потом, наверное, уже послезавтра, да, послезавтра в четверг расскажу вам про подрезы, как эти подрезы добавлять петли, и дальше уже, наверное, на следующей неделе будем разбирать рукав, как делать убавки в рукаве, очень много вопросов. Покажу сначала рукав, наверное, свяжем один рукав, свяжем второй рукав, а потом свяжем перед спинку. Ну и, понятное дело, про подрезы буду параллельно рассказывать, потому что подрезы это не тема ни одного эфира. Там нужно будет показать, как прибавить петли, потом связать рукав, потом показать, как перед спинку эти петли донабрать без дырочек. Вяжу пока другое, реглан позже начну по ютубу. Хорошо, отлично. Если рукав отличается рисунком от переда и спинки, как рассчитать, если косу вязать на рукаве?
Ну, вы просто, я вчера про это говорила, вы должны отцентрировать свой узор обязательно, то есть вы должны определить центр вашего узора и центр вашего рукава. Конечно же, центр уже будет здесь, когда вы только начинаете вязать после своей резиночки, после своего ворота регланные линии, конечно же, вы сразу найдете центр рукава. Вот и возьмите центр этого рукава за центр вашего узора. Конечно же, если у вас на косу предполагается четное количество петель, ну там, допустим, да, коса и еще по бокам четное количество изнаночных вы хотите, в начале вот здесь, то понятное дело, что если у вас на рукаве, например, 9 петель, а надо 10, то вы для рукава еще одну петлю добавите, чтобы у вас узор получился. Ну, не пытайтесь как-то немножко сдвинуть что-то. Ну, я думаю, вы меня поняли. Не поняла, как начинать регланную линию переда. На ютубе, я думаю, посмотрите, разберетесь. Ну, просто вяжем ее лицевой, у меня она лицевая, дальше вяжем мою первую вот эту прибавку на вырезе. Почему два накида получилось? Потому что мы вяжем туда-назад, один накид с изнаночного ряда остался, другой с лицевого. Саша, через сколько эфир будет в YouTube? Как загрузится, так и будет, я не знаю. Бывает так, что что-то начинает жестко глючить, и он дольше грузится, ну, с интернетом что-то. Но я сразу после эфира всегда закидываю запись. Начало ряда по переду остается, мне так не нравится, как сделать по реглану на спинке с правой стороны. Вы тогда просто будете ориентироваться на вашу регланную линию по спинке с правой стороны. Какая она, с этой или с этой, да? Запуталась я уже. Вот, просто возьмите ее за начало. Конечно, у вас будет смещение, то есть какую-то часть вы не провяжете, но в итоге, в итоговом варианте этого не будет заметно, потому что вы тут уже прилично провяжете, ну и просто визуально будет незаметно, что у вас начало где-то в другом месте. Если вам удобно так, пожалуйста, вы свяжите и поймете, что ну все в порядке. Красота изумительно. Ой, спасибо, это вы про меня. Очень хорошо смотрится регланная линия из вытянутых петель на этой пряже. Ну вот это у меня идея в голове так мелькнула, и я ее реализовала. Для мужского свитера регланную петлю как лучше делать? Как у вас, вытянутую или простую лицевую? Можно и так, и так. Это и мужской свитер так можно связать, и на мужской можно даже косичку на мужской вязать. То есть не бойтесь, мужчины не настолько, ну, строги, что ли, чтобы носить какие-то просто вещи из лицевой глади. Я имела в виду начало ряда на спинке по регланной линии. Телефон пишет, как хочет, меняет слова. Ну да, я про это и говорила. Когда вяжем спинку, там петли, например, 22, это вместе с прибавками уже. Да, конечно, когда вот здесь я отмечаю вот эти вот мои петли, конечно, я учитываю 2 прибавки по регланным линиям. То есть у меня в каждом ряду плюс 2 петли, 17, 19, 21, 23. То же самое количество и по переду должно идти. У вас оно должно обязательно совпадать. Саша, повтори, пожалуйста, в центре мы 3 вместе провязываем, то есть избавляемся от 2 лишних накидов. Да, Оля, правильно. Да, я вязала без ростка одни квадраты. Квадраты на вырезе, я поняла. Голова пролезет в такой маленький круг. Да, я же связала образец, такой, знаете, большой образец. У меня все очень хорошо пролезло. Сейчас давайте я вам покажу. Как раз как я и хотела. Я хотела, чтобы у меня вот тут вот прям, ну, такое было, знаете, впритык, чтобы не было слишком много. Но он, видите, как хорошо тянется. У меня пряжа такая, я вяжу не туго, поэтому мне вот вообще комфортно. Видите, я чуть подтянула, и оно у меня уже немножко даже и шире стало. Начинаем вырез изнаночного ряда. Да, да, верно. Затем по кругу изнаночных рядов больше не будет. Верно, верно, верно. Потом по кругу просто лицевыми, если у вас лицевая гладь. С ростком и вырезом получается как швейная выкройка. Да, у меня такие выкройки на регланный трикотаж. Ну вот, если вы владеете машинной вязкой, я ей не владею, я так, знаете, примерно знаю, как это все происходит, то да, вот как раз вы четко осознаете, четко понимаете, что мы сейчас делали. Мне кажется, что в машинной вязке там все очень отточено.
Где будет начало ряда, получается спереди. Да, спереди, но потом, понимаете, когда мы дойдем до наших, когда мы будем петли переснимать на перед спинку и рукава, мы все равно заново как бы начнем вязать дальше вниз. Поэтому, в принципе, вообще не имеет значения, в каком месте у вас начало ряда. Самое важное начало ряда отмечать, когда вы вяжете только начало, чтобы не сбиться, так сказать, чтобы у вас было четкое понимание, когда вы поворотными рядами вяжете. Спасибо, все сошлось. Вау, круто. Даже писать не успевала, но дошла с вами. Круто. Спасибо, Сашуля. Я скучала без прямых эфиров, пропустила дважды. Олеся, я очень рада вас видеть. Я, да, знала, что вы пропускаете. Я после вчерашнего эфира 3 раза распускала. Сейчас попытка номер 4, но очень интересно с вами. Спасибо. Я уверена, у вас все получится. Потому что, ну, у большинства получается, чем вы хуже. Уверена, что не хуже. Саша, выкройку к приталенному платью покажешь, как правильно делать? Когда мы дойдем до вязания переда и спинки, я расскажу, остановлюсь на этом моменте, как сделать убавки. На косы петель больше надо. Для этого, ну, я не буду повторяться, понимаете, я это все рассказывала, когда мы снимали мерки, вязали образцы, я это все рассказывала. Если у вас разные узоры на перед, спинку, на рукава, вы вяжете столько узоров, сколько вы используете в вашем изделии. И, конечно же, рассчитывайте плотность для каждого узора свою. Я не хочу повторяться, но я повторилась. Если свитер с горлом, все-таки лучше вырез небольшой сделать, да, верно. До подрезов просто вязать с прибавками до нужного количества петель. Да, Юля, верно. Мы обязательно следим за длиной регланной линии. Ну, мало ли, может, у нас там расчеты какие-то неверные. Я тоже обязательно буду за этим следить. И вяжем до нужного количества петель на рукавах, на переде и на спинке. Если у нас все сходится, и длина регланной линии, и ширина, все отлично, это класс. Если вы дошли, например, связали, и ширина у вас нужна, а регланная линия немножко короче, например, да, то, ну, либо вы тогда, значит, у вас расчеты неверные. Почему неверные? Потому что неправильно измерили свой образец. Как раз-таки правильность расчетов зависит от правильного измерения образца. Это первое, что мы делаем. Я всегда на этом акцентирую внимание. Но тогда придется или увеличить длину регланной линии, то есть немножко шире еще сделать. Можно просто провязать без прибавок несколько рядов. Это тоже можно. Знаете, под мышкой не так сильно будет заметно. Но это такая, знаете, небольшая халтура, против которой всегда я, но если так вышло, то лучше связать целое изделие так, чем забросить и вообще ничего не вязать. В следующий раз вы будете, ну, понимать свои ошибки и их сразу по ходу дела исправлять. Спасибо, ой, спасибо. Спасибо за ответ, но имелось в виду разная плотность вязания разных частей изделия. Если разная плотность насчет косы, я уже сказала, да, вяжете 2 разных образца, вяжете с косой, вяжете лицевой гладью или другим рисунком, узором, да, которым вы вяжете изделие. Обязательно измеряйте и тот образец и делаете расчеты на рукав отдельно, на перед, спинку отдельно, именно по петлям. То есть учитывайте количество, на какое количество петель у вас больше должно быть на рукаве. Но это все математика, и в то же время это работа головы. Вы должны, ну, знаете, не тупо повторять все мои шаги, если у вас свой особый случай, потому что есть много особых случаев, немного, но есть, когда обхват груди очень большой, а бедра наоборот, обхват груди маленький, а бедра большие, и получается, делали расчеты по бедрам, а в груди там вообще какая-то белиберда получилась. Понятное дело, что это особенности фигуры, и, конечно же, вы сами должны это прекрасно понимать, что вам нужно немножко поработать головой. Я это говорю в самом хорошем, в самом приятном смысле этого слова, чтобы как-то правильно сделать расчеты на ваш индивидуальный случай. То же самое и у вас. Не повторяйте за мной все вот как попугай, если у вас что-то от меня отличается, а еще дополнительно включайте свои размышления, свою голову. Саша, если просто росток связан без выреза, как замкнуть круг? Вы вяжете просто сам вырез по кругу, вяжете все петли сразу, вот эти вот, просто по кругу, и вяжете дальше. То есть вы не делаете, вы пропускаете все те шаги, которые мы делали сегодня, вы не делаете вот эти вот прибавочки, которые круглый вырез создают. Все круто, одинаковое количество петель на переде и спинке, очень переживала из-за последнего рядочка, отлично. Мы теперь должны сами до подрезов связать
вязать. Нет, не сами, мы будем все в прямом эфире вязать вместе. Я это вам сразу обещала, хочу от и до связать свитер только в эфире. Я к этому свитеру прикасаться не буду там днем когда-то. Ой, у нас заканчивается время, будем прощаться. После эфира, да, в директ загляну. После того, как регланные линии будут связаны, количество петель переда и спинки должно быть равным. Да, верно. Ну, мне кажется, вы все поняли, вы большие молодцы. У меня 30 секунд остается, буду с вами прощаться. Завтра мы потихоньку будем вязать регланную линию нашу, добавлять петли, ничего сложного, просто по кругу. 60 сантиметров достаточно для всего свитера? Да, Эльвира, достаточно. Думаю, что да. Все, прощаюсь, пока-пока-пока. Видео я опубликую на ютубе, ссылка в описании моего профиля. Ждите, сегодня оно будет, ну, через час-два, может быть. Все, спасибо всем, что были со мной, девочки, пока-пока. Ну и если вы меня смотрите на ютубе, уже по традиции, я вас приглашаю в свои прямые эфиры в инстаграме, подписывайтесь на меня, ссылка на мой профиль в описании под видео. Вяжите вместе со мной реглан, ну, в смысле свитер с регланом. Если вам видео понравилось, ставьте лайки. Обязательно рассказывайте своим друзьям, чем мы тут занимаемся, потому что чем больше зрителей у меня, тем у меня больше вдохновения чем-то делиться с вами полезным. Самое главное, делюсь я всегда бесплатно. Так что запоминайте этот факт. Ну и комментируйте, если есть какие-то вопросы. Дизлайки не ставьте, я очень из-за них переживаю. Вот прям вообще просто пройдите мимо, если вам не нравится. Вот, ну и подписывайтесь на мой канал, это, кажется, я уже говорила, если вы не подписаны еще. Прямые эфиры проходят у меня в 20:00 по Москве с понедельника по четверг в Инстаграме. Там мы с вами общаемся, вы мне можете задавать любые вопросы, комментировать, вместе со мной вязать в реальном времени. А здесь на ютубе я выкладываю записи этих прямых эфиров. Вы тоже можете к этим записям в любое время вернуться. Записи я с ютуба удалять не буду. За это не переживайте. Ну все, буду прощаться. Обязательно публикуйте свои фотографии процессов вязания этого свитера в соцсетях под хэштегами Саша нас плохому не научит и вяжем с Краснобаевой реглан. Я оставлю эти хэштеги в описании тоже под видео. Все, до завтра. У вас задание связать вырез. Росток, я думаю, вы уже все связали, если вы смотрите это видео. Связать вырез. Завтра встретимся в прямом эфире в Инстаграме. Будем просто вязать дальше по кругу свой реглан. Спасибо, что вы были со мной. Все, пока-пока.